Привет, дружище! Сегодня я тебе помогу с выбором актуальной платформы на годы вперед. После просмотра у тебя все мысли по этому поводу сложатся по полкам. Поэтому приготовь себе вкусняшки, заваривай чай или кофе, а я начну. И обязательно поставь лайк, ибо я старался собрать тебе самую актуальную и полезную информацию. Среди множества железяк на рынке можно выделить их как по цене, так и по производительности. Логично? В принципе, логично. Другие критерии рядовому пользователю не должны быть интересны в принципе. Поэтому столкнем лоб в лоб сразу два комплекта своих эпох, исходя из факта, что уже можно приобрести комплекты на базе DDR5. Может, ты подумал, что DDR4 уже мало актуально? Но придержи лошадей, братан, не спеши с выводами. Вот посмотри цену на память DDR5. Кит из двух плашек по 8 гигабайт. В гривнах это от 2000, то есть около 50 баксов. А вот тебе цена на память DDR5. Тоже кит 2 по 8 гигабайт. В гривнах это от 4000, а это уже 100 баксов. Разница в цене только по наборам памяти в 2 раза. Теперь посмотри на цену материнок. Допустим, сначала на базе AM5. 12к гривен. Это 300 долларов. Дальше только дороже. AM5 тебе выйдет цену средне слабой по производительности видеокарты. Одумайся! А как тебе цены на матери под базу Intel? Но есть же матери на Z690. Да, есть. Вот такие. Не сильно дешевле. Ну блин, есть же дешевые B660 матеря. Да, есть. Тем же простым пацанам зайдут. Правда, процесс серии К туда не нужны нафиг. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Ладно, убедили, берите такую. Но имейте в виду, что прот серии К сюда нету смысла ставить, поскольку его разгон на этом чипсете не предусмотрен. 5 ГГц поставить и забыть не получится. Тут, конечно, AMD переиграли интелсовыми бэшками. У красных она покруче будет, а не чуть позже. Сперва проверь свои карманы. Что нашел? Хе-хе, правильно. Не нужен тебе этот лютый оверпрайс. Не подумай, что я тебе вообще в конце посоветую Хуанан, братан. Хуанан? Хуанан! Просто не хочется просирать бабки так бездарно в новинку, что пока себя зарекомендовало никак. Для тех, кто не шарит, что за матюки, я объясню. Z, B, H – это чипсеты у Intel. Отличаются функционалом, ценой соответственно. При наличии Z ты можешь разгонять и проц в том числе. На бэшках ты можешь гнать только память. И то, вроде только на 660. Но это не точно. Дичь, конечно же. У красных конкурентов на бэшках можно гнать все, что гонится, и проц, и память. И причем есть такие удобные штуки, как Memory Drive. Не на всех матерях, правда. Я вот поставил 3200 у себя, даже вольтаж не трогал. Мать сама поставила 1.36 вольта, и все четко. Есть еще у синих H чипсеты, то вообще полный кал. Максимально убогой доски ты не найдешь на рынке нигде. Тут все хреново, начиная питальником, заканчивая его охлаждением, которого нет. У красных с этим чуть проще. Есть B чипсет and X. По функционалу разницы никакой. Есть отличия в количестве дорожек PCI Express. На H чипсетах AMD можно иметь полные линии X16 по PCI Express 3.0 или 4.0 разъемом. Чисто теоретически это можно использовать только в случае применения SLI, который уже практически умер. Производители видеокарт уже не производят и вряд ли будут внедрять эту шляпу. Просто знай, что как для рядового потребителя иксовая мамка тебе абсолютно не нужна. B чипсеты AMD мы уже немного затронули. Есть возможность разгона по памяти и возможность разгона порца. Это самые нормальные матеря, можно покупать. Подкину еще пару причин, чтобы пока не покупать DDR5 связку.
В некоторых случаях DDR4 даже обходит сборочки DDR5. Как видишь, все зависит от памяти. Нам, блин, обещали. お前はもう死んでいる。何？ А что имеем? Все так ждали обещанного прироста, а в итоге пшик. Дико большие тайминги на памяти. Плюс частоты не особо радуют. Вот тебе и DDR5. Третий пункт. Нет массовости на рынке. Посмотри по сайтам. Не сильно-то ПК индустрия ломится тебе продавать годный продукт. Этот искусственный дефицит железа может длиться еще годами. Так стоит оно того вообще? Ждать адекватную цену на AM5. Но если уж сильно печет нижние точки, бери, никого не слушай.